Сейчас, Вова, особое время. Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Пойдешь ко мне в штаб? Кем? Творцом? Творцы нам тут нахуй не нужны. Я просто полюбил роман и посвятил ему несколько лет своей жизни. Просто все очень просто. Да, и вот сейчас мы наконец пришли к этому моменту, когда, конечно, моя экранизация неадекватна тому, что я изначально себе представил. Написал сценарий, вернее, предложил... Встретился с Пелевиным. Это самое интересное. С этого началось, да. Пелевин поддержал мое, так сказать, видение этой экранизации. И вот много лет спустя она произошла. Но, конечно, путь был непростой, потому что никто не верил, что это вообще экранизируемо. По-моему, до сих пор не верят. Да, то есть это, так сказать, и это меня преследовало постоянно. Это преследовало меня на всех уровнях, так сказать, и с точки зрения нахождения финансирования проекта было очень сложно доказать, объяснить людям, что это возможно. В том числе участие брендов, очень непростое, без которого это кино не могло произойти вообще. Потому что бренды здесь действительно играют сюжетообразующие роли, и без там, выбора Кока-Колы главным героем вместо Пепси-Колы в конце его пути, так сказать, вот она метафора, одна из метафор его пути. И в том числе, даже когда мы нашли, в общем-то, частичное финансирование в начале, нужно было снять кусок фильма, чтобы доказать людям, что это возможно. И вот с этого момента началось это приключение длинное, когда мы снимали кусок фильма, доказывали свое право, смонтировали, доказывали свое право на существование и искали дополнительное финансирование, находили его, опять запускались. Опять искали. Очень сложный процесс. Не дай бог никому через это пройти. Потому что, в общем-то, это, в общем, жизнь на краю пропасти постоянная, потому что ты не знаешь, как, в принципе, в любой момент все может закончиться. Любой из актеров может просто, я не знаю, не дай бог, что-то с ним произойдет. Да, то есть, я не говорю уже о внешнем виде героя, да, актеров и так далее, где мы меняемся. Да. Андрей такой пережил, когда он не имел права меняться в течение скольких лет? 5. Да. И слава богу, спасибо тебе, да. Вот теперь... Держала нас в форме, да? Теперь фильм держал нас в форме. Да, абсолютно верно. Теперь наверстывай, да. Да. Уже повзрослеть. Да, так что и как бы этот путь, конечно, был очень непрост, и при этом мы как бы понимаем, что есть некое ожидание зрителей, читателей Пелевина, и мы как бы не нарочно подогревали, на самом деле. Нам нужно было каждый раз, когда мы заканчиваем какой-то кусок или какой-то этап, нам нужно было это показать и доказать так, потенциальным инвесторам, да, прокатчикам и так далее, что это реально. И это все просачивалось в СМИ, и получилась такая некая игра, что типа вот мы всех дразним этим проектом и откладываем. Но это был настоящий, в общем-то, это была правда жизни. Это действительно вот так происходило на глазах всего мира. А ты вывеску видел на нашей конторе? Институт пчеловодства. А мы тут вроде как причем. Я хочу, чтобы вы поняли, что эти 5 лет так долго фильм снимался не из-за того, что деньги кончались, появлялись, кончались, появлялись. Все-таки в первую очередь за этими годами была очень серьезная и большая работа. И экранизировать, вы знаете, что Оскар даже вручают за экранизацию, за адаптацию, да. Переложить литературу на язык фильма – это невероятно сложно, и Виктор все время был в поиске. Виктор и мы, актеры, потому что это за жанр? Да? Как поймать жанр Пелевина, как поймать дух Пелевина? Это было очень непросто, и
конечно, меняли слова, как-то пытались в них вникнуть, как-то сделать их своими. Но даже дело не в тексте и не в словах, а в ощущении этой фантасмагории, в котором происходят все эти события. Вот вы увидели в трейлере очень смешную, интересную историю. Собственно говоря, гнездо, штаб-квартира, институт пчеловодства мы снимали здесь, в РИА Новости. В этом чудесном здании, которое для нас символизирует эту эпоху, да, сколько мы себя помним, вот эта вот архитектура РИА Новости, это всегда вот какие-то искали удивительные объекты. Я ни за что не могу забыть фантастическую лестницу в Останкино, вот напротив основного корпуса, как это называется? СК-3. СК-3. Я был... Пчеловодство был составлено из нескольких зданий. Да, и в этом СК-3 100 раз мы все были, но я никогда в жизни не подозревал, что там есть вот эта гигантская лестница, что там есть какая-то безумная оранжерея, непонятно для чего она там стоит и предназначена. И, конечно, вся эта удивительная фантасмагория нам передавала дух Пелевина, и это была серьезная, огромная работа. Эти 5 лет говорят о том, что никто не хотел снять фильм-однодневку, никто не хотел снять фильм, который завтра забудут. Все-таки речь идет о серьезной, монументальной работе, и я думаю, что очень много снимали, переснимали, очень много актеров меняли, что-то добавляли, что-то не нравилось. Только так, только огромным трудом, снимая 5 лет и работая, мне кажется, можно снять что-то серьезное, глобальное, существенное, что останется очень надолго. Совок уже почти ничего не производит сам. Значит, сюда скоро повалят товары с Запада. А вместе с ними хлынет волна рекламы. Значит, ее надо будет срочно адаптировать под совковую ментальность. Есть какой-то водораздел, который вот эта картина очень четко показывает между людьми, которые, скажем так, принадлежат к более старшему, может быть, поколению, скажем так, советскому и постсоветскому. Я считаю, что этот фильм очень сильно связан с легендой про 90-е. Я не могу сейчас сказать, я жил в 90-е, очень хорошо их помню, но, вы знаете, это ничего не значит. То есть, на самом деле, есть как бы легенда про 90-е. Вы знаете, сейчас другие тоже фильмы про 90-е какие-то появляются и так далее. Мне кажется, что наш фильм очень точно передает, на самом деле, смысл. Почти фотографически точно. Вот как, вы знаете, у Пелевина такой есть метод. У него как бы много фантастики, но это просто для того, чтобы его не убили, когда его книжка вышла. Потому что у него настолько все точно. И мне кажется, что вот в этом фильме настолько фотографически точный как бы портрет нашей страны, вот со всеми этими волшебными метафорами и со всей этой эзотерикой. И, в общем, я вам даже больше того хочу сказать, что даже вся эта эзотерика, она настолько точна и уместна. Вот это, знаете, как раньше говорили, культ золотого тельца, значит, потом культ золотой богини Иштар. Мне кажется, вот это общее помешательство на материальных ценностях, это стремление как бы привязаться к чему-то, что имеет стоимость, это бегство к золоту и бегство за золотом, которая, мне кажется, еще не прекратилась, в общем-то. Я считаю, что это невероятно своевременный актуальный фильм, который идет в глубину и абсолютно точно выхватывает как бы суть нашей душевной болезни. Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили. Молодежь наша.